Удерживаю. Чувствуете разницу? Да, я прям ощущаю, да. Да, держу. И получается так, когда у вас тонус снижен, у вас эта мощность меньше. Ну да. Как бы вам труднее рожать. Закрываю, открываю, закрываю, открываю. Нет щелчка? Ну куда он делся? Тут я напрямую, я зашел прямо в тот рецептор, который вот тогда простимулировался. Я сделал там, и это моментальный ответ, моментальный. Тут же меняется тонус, тут же все, человек встал, у него может пройти спина тут же. Что вас беспокоит? Присаживайтесь сюда ко мне. Да, я так написала, я думаю, так и заранее вспоминала, что меня беспокоит. Ну, беременность. Она у меня, конечно, это вторая, немножко она меня назламывает. Болит что-то? Да, то есть у меня начиналась беременность с того, что на 7-8 неделе мне делали лапароскопию, мне делали эндотрахеальный наркоз, и, видимо, там как-то челюсть сильно мне это раскрывали. Вообще у меня нестабильность, гипермобильность суставов, и вследствие этого у меня в НЧС, по жизни я с ним страдаю, щелчки вот эти, там лет в 20, сейчас мне 36, лет в 20 у меня были прям сильные боли, я ходила и к челюстно-лицевым хирургам, и все. Потом я просто с этим смирилась. Щелкает, там, открываешь рот, щелкает. Теперь я слышу, что вот именно после лапароскопии у меня вот здесь вот прям в суставе так вот. И ты либо так вот зажать надо, либо открыть и идешь. То есть вот именно в ходьбе, в движении. Но это так, это не критично. Вот. Что болит, с последнего месяца у меня я прям чувствую, как зажат крестец. Я, конечно, понимаю, плод растет, там связки размягчаются, суставы расходятся, но в первой беременности такого не было. Зажат крестец, и справа седалищный нерв. То есть, а я очень много стараюсь ходить, чтобы хоть как-то физическую активность поддержать. И прямо вот через боль иду, что вот он вот там где-то зажат. Но не отстреливает в ногу так, чтобы нога отнималась. Начиная где-то вот от колена, от бицепса, бедра и в крестец уходит. Я прям ощущаю, что крестец зажат. Ему там ходьбы, мало ему движения, он как-то слабо дышит. И хожу на йогу для беременных, и там, по идее, какие-то упражнения дают, что давайте укрепим мышцу ягодичную. Возможно, это способствует тому, чтобы ваш крестец там как-то получше себя почувствовал, а у меня, наоборот, потом в лобковую кость уходит боль. Хотя сейчас вот 24-я неделя беременности, я помню, что это как бы рановато, что плод еще сильно не опускается, не сильно давит. Но, возможно, психоэмоциональная сфера моя страдает из-за того, что у меня повышенный билирубин. У меня синдром Жильбера, он у меня всегда был с подросткового возраста, да, а при беременности, вот я помню, с первой месяцев 7 у меня просто, она поджала мне печень, и у меня вот эта боль в печени 2 месяца родила, все отпустила. А сейчас у меня уже периодически, с месяцок, там, может, даже с 2 начинает иногда вот этими резями схватывать. И понятное дело, что желчный отток и так плохой, и он явно еще хуже становится. А ручку вперед сделайте. Я буду на нее давить, вы сопротивляетесь. Хорошо? Держим. Слабость. Слабость, да. И это не та слабость из типа я не тренируюсь. Не та, то есть я должна так садиться? Нет, не держит. Не держит. Вот так держите ножки. Я буду делать вот такое движение, а вы попробуйте сопротивляться, удерживайте вот этой мышцей. Ага, держим. Не держит, да. Я вообще не могу. Да. А должна, да? Держим. А должна, да. Не держит. Хорошо. Давайте мы, пока вы ножку согнуть, я буду вниз давить, вы сопротивляетесь. Так, подождите, не так резко. Не так резко, да, держим. Слабость, да. Сделаем с другой стороны, держим. Слабенькая. Слабость, да. Очень много слабых мышц. Все. Держим. Да, все. Если быть точным, то все, да. Держим. Слабость. Держите на пупок вот так ручку. Ручку держим. Опускаем. Ножку держим. По-другому нет? Пока нет. Смотрите, убираем. У меня еще рука холодная. Так. Ничего, держим. Слабость. Я придавлю. Держим. Слабость. Я поглажу. Держим. Сила, да.
То есть идея в чем? В том, что если вы сюда руку положите, у нас там рецептор, который здесь болевой есть, он, ну, в общем, выключится на время, скажем так. И это повлияет как-то на тонус. Я хочу это посмотреть, как это влияет на тонус. Давайте посмотрим квадраты. Держитесь ручкой, здесь рука на животе. Держим. По-другому. Убираем. Держим. И вот. Еще раз. Держим. Вот. Но мне кажется, вот сильнее вот меня держит. Нет? А я потому что сильнее давлю. А теперь здесь убираем. Я буду давить точно так же, но просто оно будет слабее. Да, значит, есть у нас вероятность, что в этом рубце, сейчас я посмотрю, что там. Да, лапароскопия, она сильно нагружает нервную систему. Теперь мы полечили лапароскопию. Смотрим, что поменяется, хорошо? Ножки держим. Еще раз. Легче держать? Легче держать. Ну, причем я не квадратами держу, а где-то вот тут держу. Там, да, можно прикрыть. Теперь ножку согнуть. Держим. Легче держать? Легче? Да, хотя у меня, говорю, что вот подвздошно-поясничная, она всегда какая-то сладенькая бывает. Держим. Тут тоже огонь. Тонус – это очень чувствительная система. То есть наше тело должно быть очень адаптивным. Смотрите, я вам покажу. Например, держу. Вот тонус. Вот он есть. Тонус – это реакция, то есть это рефлекс. Это реакция тела на мое воздействие. Чем сильнее я давлю, тем сильнее тонус. То есть это такая пружинка. Я раз в пружинку уперся. Если я сделаю кончик носа вверх, вот такое движение, то есть нервная система подумает, что началось движение наверх головы. И она сразу перераспределит тонус, подготавливая нас к этому движению. То есть она выключит флексоры, напряжет экстензоры. Как это выглядит? Я сделаю движение вот так, держу, слабеет. Сейчас сигнал там пройдет, держу, сильная, да? То есть нервная система, она говорит, хозяин, по-моему, куда-то пошел. Ну, то есть это адаптивность, да, эта система наша костно-мышечная, она очень сильно адаптивная. Поэтому я через тонус могу задавать вопросы нервной системы. Поскольку нервная система управляет, как это выглядит? Я могу, например, если я вас понагружаю вот здесь, смотри, тонус нормальный. Нервная система говорит, мне то, что вот ты тут трогаешь, не проблема. И если я буду нагружать какую-то зону проблемную, а у вас там сустав, да? Да. Или положу туда руку, то есть я таким образом буду сигнал там считывать. Положите на сустав, который щелкает. Да, и меня. Ну, давай. Давайте. Ага. Вот вы положили, держим. Тонус поменялся, видите? То есть нервная система говорит, мне здесь нехорошо. Если вы положите руку на бедро, ничего не происходит. Положите руку на грудную клетку. Держим. Держим. Ничего не происходит. Но когда вы положите руку на сустав, прямо четко слабеет. То есть это очень точная система диагностики, понимаете? Я могу у нервной системы спросить, а там тебе как? И поскольку у вас, смотрите, жалоб несколько, есть одна история, связанная с лапароскопией, мы ее полечили. Но до этого было что-то с суставом. Просто щелкающий сустав височно-нижнечелюстной, да, ну просто по жизни щелкает. Травмы не было, лица, подбородка? Нет. Вот, и может быть такое, что есть какая-то история еще раньше, с которой вы живете. Вот почему шум появился, почему сустав щелкает. Это вот началось до этого. То есть какая-то история во времени была раньше. Может быть, это роды, может быть, это какая-то травма в детстве. Не падали, затылком не стукались? Затылком падал, вот и как. Падала. Например, да? Да, например. Давайте ручку вперед. Удерживаю. Чувствуете разницу? Да, я прям ощущаю, да. Да, держу. Вот, с таким тонусом вам будет гораздо легче. Присаживайтесь. Причем я вам скажу еще следующее. Если это не полечить, у вас тонуса нет. Вам не хватит мощности во время родов, если вы будете рожать самостоятельно, не хватит мощности на потуги. И получается так, когда у вас тонус снижен, у вас эта мощность меньше.
Ну да. Как бы вам труднее рожать. А когда у вас мышцы работают, вот так мы тонус включили, но они такие, вот такие тверденькие, они будут делать то, что нужно делать. Ну вот этот задел, допустим, мы сейчас вот так вот поделаем, то есть я вижу, да, разницу такой вот, ну, в интервале вот там нескольких секунд. Да. Он остается насколько? Он остается надолго, потому что эта история была связана с вашей операцией. Операция выключила все мышцы. Да, это вот почему лапароскопия такая, как бы, она просто раз и тонус. И люди прям говорят, вот была история до операции, и после операции моя жизнь другая. Мне хочется прилечь, я все время устаю, там, ну, то есть какое-то такое состояние. Что-то я не понимаю, что со мной происходит. Ну, вот такое состояние. И эмоционально тоже тяжело, потому что в таком состоянии. Попробуйте открыть рот сейчас. Закрой. Закройте, откройте. Закройте. Закройте, откройте. Закройте. Сейчас я немножко так смещу, открываем. Закрываем. Так лучше? Ну, щелчка-то нет, да. Ага. Но дискомфорт, да? Да, ну непривычно, потому что. Вот так сделаю сейчас. Постимулируем. Тут есть даже вероятность, что мы можем даже с суставом разобраться. Слабость. Еще раз. Слабость. Ну-ка, эту ручку давайте. Слабость. Посмотрим, где будет вторичная капсула. Нет. Нет. Плечо. Держим. Нет. Другая капсула. Держим. Нет. Все-таки плечо. Держим. Нет. Опускаем. Держим. Да, где-то здесь. Опускаем. Я немножко так постимулирую здесь. Капсула здесь и здесь. Снова открываем. Закрываем. Открываем. Закрываем. Открываем. Нет щелчка? А куда он делся? Чудеса. А как так-то? Когда происходит разрешение нервной системы, когда разрешается эта оборонительная реакция, это описано у наших физиологов, у Анохина. Собака, у нее возникает какой-то оборонительный рефлекс, ее бьют током, например, да, там, у нее лапа отдергивается. И она находится в комнате, где это происходит. У нее напряжение. Она как бы готова, что сейчас током. То есть она связывает эту комнату с тем стимулом, что было больно. Она говорит, тут больно, в этой комнате. Ну вот у меня собака так на ветклинике реагирует, да? Да, если там нет тока уже, собака все равно будет напряженная. Согласны? Она говорит, я здесь уже была, меня уже током били, и, короче, я должна запомнить это раз и навсегда. Но если собаку вывести в другую комнату, когда она понимает, что, похоже, тут током не бьют, а тут кормят, она делает вдох, у нее меняется паттерн дыхания. Она становится, у нее ритм сердечный меняется. Она начинает, ну там, то есть у нее меняется вегетатика, она начинает хвостом вилять. Ну, то есть она проявляет какие-то поведенческие признаки изменения поведения, изменения вегетативного статуса, изменения гормонального статуса. Поскольку нервная система отвечает целым на любое событие, целым. Она отвечает на уровне тонуса, она отвечает на уровне гормонов, она отвечает на уровне поведения, она отвечает на уровне вегетативном, да, сердцебиение, частота дыхания и прочее. И вот у нас такое есть, когда пациент разрешается, ну, то есть ему там такой вдох. И это говорит о том, что нервная система, она от чего-то освободилась, но от какого-то оборонительного паттерна, и ей стало лучше. Я напрямую, я зашел прямо в тот рецептор, который вот тогда простимулировался. Я сделал там, и это моментальный ответ, моментальный. Тут же меняется тонус, тут же все, человек встал, у него может пройти спина тут же. Такой, ну, как у вас сейчас сустав раз и перестал щелкать. Ну, круто же. Да, ну, мне интересно, как он, её прям вот вы когда нажимаете, да, что Да. я сама этот эксперимент проводила, что ты тут держишь, он не щелкает, и мне дальше там... Да, он немножко уходил в сторону, да. А тут же я не держу, он просто вот идет, как ему надо, и вот сейчас уже не так неприятно, как мы с вами посидели, когда вот сразу там было такое напряжение, что вот он против воли идет. Ну, как бы не на месте, да? А сейчас как будто бы на месте. То есть вот
работая вот в таком методе, имеет смысл, допустим, человек там вспомнил, а я там-то когда-то где-то куда-то, вот я сейчас вспомнила, что меня же машина сбила. Вот. Имеет смысл, то есть возвращаться к этим травмам и их там, ну, грубо, щекотить их. Да, имеет смысл их проверять. Перевоспитывать. Имеет смысл их проверять. Потому что, ну смотрите, мы сейчас полечили, нервная система, она здесь и сейчас, она говорит, я к этому так мне нехорошо, к этой вот операции. Мне прям нехорошо. Полечите мне. Мы полечили, я вас отпускаю. Это не значит, что у вас мышцы тонуса будут теперь всю жизнь сильные. Ну да, тоже. Через 2 недели, через 3 недели я приглашаю снова для того, чтобы посмотреть, а что еще нервная система покажет. Она может показать другую историю. Например, она говорит, теперь у меня все работает, но не работает вот здесь и вот здесь мышцы. Потому что когда-то была еще какая-то травма. Я подвернула ногу. У меня болит колено. Ну, то есть историй много, и мы... Но обычно 2-3 истории, они прямо очень значимы. Их, если их убираем, все остальное становится такое. Иногда прям вау-эффекты, когда... Ну, бывает так, что приходит пациент, много операций. Запущенное состояние. Вот сегодня был пациент, 80 лет, спина прямо, ну там просто много операций, много всего. Ну как бы, там вот так вау не произойдет. Понятно, что там надо потихонечку убирать. Там может быть там сеансов 5-6, ну тут надо побольше. Понятно. То есть Сеанс. операция не в любом случае вот так вот. Операция в любом случае, любые сильные травмы в любом случае. Если у ребенка кривошея после родов, обязательно, потому что это воздействие на шею было в родах. Сколиоз, плоскостопие – это ответ всей нервной системы на что-то. Это все надо смотреть, убирать и лечить. То есть причина у любого состояния. Надо ее найти. Можно, как бы, понимаете, можно улучшать, дать, как остеопатия, дадим ресурс. Физнагрузка, ресурс. Ресурса больше, я компенсирую себя лучше, и моя история, которая там болит, она вдруг становится лучше. Она не болит, но она никуда не ушла. Просто я более компенсирован. Просто у меня больше ресурса, и с этим справляться. Ресурс просел, ковид. Приходит ковид, многие очень пациенты говорят, после ковида у меня все заболело. Колено заболело, это заболело. Ковид виной этому. Нет, ковид просто говорит, я у тебя 30% ресурса заберу, и все эти дисфункции, они раз и всплывают. То есть они начинают актуализироваться. Они говорят, Ну да. а потом я что, колено никогда не болело? Ну, когда-то там болело, но потом прошло, ну, как бы, ну, там я его... У меня сейчас беременность 30% забрала, это я поняла. Да, у вас тоже, ну, как бы это нагрузка, да, то есть беременность – это нагрузка. И надо быть в хорошем эмоциональном состоянии, потому что это нагрузка серьезная. Гормональная, физическая, эмоциональная. Так что вот так. Ну все, давайте я вас отпущу. Да.